Налоговый мониторинг и выявление рисков. Направление выявления рисков существует ФНСовские некоторые требования об утверждении требований к организации системы внутреннего контроля, где в одном из пунктов рассказывается, как эти риски должны быть выявлены. В принципе, в части выявления рисков компания должна рассматривать все направления выявления, определять возможности в каждом виде, это в зависимости от осуществления вида хозяйственной операции, хозяйственной деятельности, и то, как операции отражаются в учете, как учитываются первичные документы. Опять же, вроде как очевидные вещи называю, но вопрос учета первичных документов, например, в нашей практике, поскольку достаточно давно это было, могу рассказать кейс, когда мы с одним крупным контрагентом, поставщиком техники взаимодействовали, и на уровне устных договоренностей было достигнуто, что они нам направляют претензии, но мы на них не реагируем. Просто их складируем, и, соответственно, это было транслировано бухгалтерам, доведено до уровня даже не главного бухгалтера, зам главного бухгалтера, начальника отдела, руководителя группы, конкретного исполнителя, который эти претензии получал и просто складировал в ящик. Это все работало до тех пор, пока с этим контрагентом не произошла ссора, когда он сказал: ребята, у нас были устные договоренности, мы договор при этом не меняли. Чувствуете разницу? Нашу переговорную позицию в этом споре? Руководство компании сказало: нет, не чувствуем. Хорошо. Тогда мы идем в суд и говорим, что вы нарушали условия договора, что мы вам выставляли претензии, а вы на них не реагировали. И вы нам все суммы вот этих претензий за несколько лет компенсируете. Сумма была там колоссальная. И это вылилось в достаточно длительные судебные разбирательства. С нашей стороны был прекращен, в принципе, взаимодействие с этим контрагентом. Пришлось переключаться на поиск других поставщиков. Ну, к счастью, это совпало с динамикой эволюции рынка, когда произошел вот этот экономический спад, и покупательная способность стала снижаться, поэтому мы смогли переключиться с этого более дорогостоящего контрагента на более дешевых, и даже это презентовали, как вот мы выходим на продажу техники не категории А, а категории Б и С, что позволяет нашим покупателям экономить. Но первопричина была в том числе когда учет первичных документов был организован таким образом по договоренности. Ну, сказали, все же хорошо. И вот к вопросу о том, о чем я вам приводил пример, как цитировал своего бывшего иностранного партнера, который говорил, чтобы понять, работает договор или нет, нужно допустить его дефолт. Вот когда договор, он зачем пишется? Не потому, что все хорошо, а как раз-таки на случай, когда все будет плохо, что вы будете делать. Вот здесь вот как раз-таки это был тот самый кейс.